Привет, друзья! Сегодня будем готовить хачапури по-аджарски. Готовится очень быстро. Мы их попробовали в Абхазии, нам очень понравились. Рецепт простой, абсолютно не сложный, доступно, все продукты в доступности. То есть приготовим сейчас и посмотрите, как это все легко и просто готовится. Для начала я беру 100 грамм воды, чайную ложку сахара, чайную ложку муки, чуть-чуть размешиваем и сюда добавляю пакетик дрожжей, у меня 11 грамм. Все это перемешиваем. Ждем буквально 2 минуты, они сейчас поднимутся и уже будем делать тесто, замесим. Тесто очень простое. Ингредиентов минимум, но будет очень мягко, но и вкусное. Все, ждем буквально 2-3 минуты. Все, пара подошла, наливаем ее в миску. Вода должна быть примерно градусов 30. Не должна быть холодной, но и кипяток тоже не нужен, потому что дрожжи иначе не будут подниматься. Далее сюда наливаем воду 600 миллилитров. Тепленькая вода. Далее сахар 1,5 столовых ложки. И соль 1,5 чайных ложки. Все хорошенечко нужно размешать. Так, теперь сюда нужно всыпать будет муку. Все тесто замесило, муки ушло 950 грамм. И теперь нужно добавить 5 ложек растительного масла. Все это добавляем. И еще разочек все смешиваем. Тесто должно от формы отделиться, быть таким эластичным. Хорошо смешивается и не липнет к рукам. Все, теперь нужно тесто накрыть пленочкой и оставить до первого поднятия. Долго мы его поднимать не будем, буквально один раз. Тесто поднимется и будем сразу уже выпекать. Все, ждем, пока тесто поднимется. Тесто я убрала в теплое место. Забыла сказать самое главное правило: когда ставите тесто, любое дрожжевое, все, что на дрожжах, не надо, чтобы дома были сквозняки. Тесто не любит это. Я поставила его в теплое место, прямо на солнышко. Оно буквально сейчас поднимется минут за 40. Пока тесто поднимается, я подготавливаю начинку. Начинка состоит из сыра. Я взяла 300 грамм сыра сулугуни и обычный голландский, тоже 300 грамм. Все сейчас натираем и подготавливаем. На мелкой терке натираю. Вот такая вот терочка мелкая. Это будет наша начинка. Можно не сулугуни, можно просто обычный голландский, там какие вы любите сыры. Просто этот помягче, голландский чуть потверже. Все вот таким образом натираем. Тесто готово. Берем порцию теста, отрываем. Чуть-чуть руки смазываем маслом подсолнечным. И на смазанный маслом противень начинаем разминать тесто.
немножечко растягиваем его равномерно. Вот таким образом. Теперь нужно в края положить сыр. Один краешек. И защипываем. И во второй. В серединку также выкладываем сыр. Примерно по 2 столовых ложки. Все, и отправляем хачапури в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Уже почти готовый хачапури. Мы делаем такое углубление. Ложечкой вот так вот сырочек раздвигаем. И кладем сюда желток. И отправляем еще на 2-3 минуты в духовку. Наши красивые вкусные хачапури готовы. Посмотрите, какие они получились. Из того объема теста и из тех продуктов у нас получилось ровно 7 штучек вот таких замечательных хачапури. Пробуйте, наслаждайтесь. Пока-пока!